Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Это видео вторая часть по вязанию вот такого мишки, либо же зайчика. Они вяжутся практически по одной схеме, отличаются только ушки. В первой части мы с вами уже связали ручки, ножки и туловище. Сейчас же продолжим вывязывать голову, ушки, оформлять полностью мишку либо зайчика. Более подробно про эти игрушки, про необходимые материалы, их рост и все прочее я рассказала в первой части. Если вы еще ее не видели, переходите по ссылочке под этим видео. Если же детали из первой части у вас уже готовы, то продолжаем. Приятного вязания! Продолжаем вязать мишку или зайчика. Дальше вяжем голову. Следующие ряды головы уже считаем как первый, второй, третий и так далее. Его будет хорошо видно, потому что этот первый ряд нам нужно провязать 12 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по 2 столбика. Первая прибавка, вторая. В конце ряда у нас получится 24 столбика. Третья. Второй ряд головы провязываем 1 столбик, прибавка, и так повторяем 12 раз. Столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Вяжем так до конца ряда, и получится у нас в итоге 36 столбиков. В третьем ряду провязываем 5 столбиков, прибавка. Так повторяем 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем прибавку. Вяжем так еще 5 раз, получается 42 столбика в ряду. В четвертом ряду провязываем 3 столбика, первый, второй, третий, вяжем прибавку. Дальше провязываем 6 столбиков без накида, прибавка 5 раз. И в конце ряда останется 3 столбика без накида провязать. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, прибавка. 6 столбиков прибавка 5 раз провязали, и еще у нас остается 3 петли, провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. В итоге в этом ряду получилось 48 столбиков. В следующем ряду мы будем вывязывать прибавки только на передней части головы. Получается, прибавка идет от одного плечика до второго плечика. Будут расположены. Сзади головы прибавки я не делаю. Посмотрите, где у вас заканчивается ряд. Если будет получаться так, что прибавка у вас смещается, например, начинается где-то здесь и заканчивается ближе к спинке, то перемещайте начало ряда, провяжите пару дополнительных столбиков, например, или наоборот распустите, но, по-моему, всегда довязывают, чтобы выровнять, чтобы у вас прибавочки вот начинались как и задумано по краям ручек. Вяжем следующий ряд. Пятый. Провязываем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9,
10, 11 и 12. Вот на каком месте я остановилась. Получается посередине ручки. Далее мы провязываем прибавка, 3 столбика без накида и повторяем так 6 раз. Вяжем первый раз, прибавка, 1 столбик, второй, третий, прибавка, второй раз, первый столбик, второй, третий и 6-я прибавка, 3 столбика, первый, второй, третий. Теперь смотрим, вот расположение моих прибавок, все 6. Смотрите, чтобы у вас сошлось примерно так же, потому что эти прибавки будут влиять на щечки у игрушки. Если они будут находиться дальше, то и щечки, получается, у вас тоже будут немножко смещаться. Далее довязываем до конца ряда оставшиеся 12 столбиков без накида. Вот такая у нас получилась деталь головы. Следующие ряды 6, 7 и 8, всего 3 ряда, провяжите по 54 столбика без накида. В 9 ряду мы вяжем убавки на тех местах, в которых вязали прибавки. Провязываем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, 6, 7, 8, 9, 10 столбик, 11 и 12. Далее вяжем убавка, 3 столбика без накида, повторяем так 6 раз. После довязываем оставшиеся 12 столбиков до конца ряда. Следующие ряды 10, 11 и 12 провяжите по 48 столбиков без накида. После того, как провязали эти ряды, можно установить безопасные глазки. Так, устанавливаем их между 10 и 11 рядом. Расстояние между глазками, между вот этими ножками глазок, 6 столбиков. Закрепляем их и продолжаем вязать дальше. Следующий ряд 13 мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем убавку. И далее провязываем 6 столбиков без накида убавка 5 раз. В конце ряда остаются столбики, провязываем 3 столбика без накида. Мы уже вязали точно такой же ряд, только с прибавками. Теперь убавки. И получится у нас в итоге уже 42 столбика без накида. Следующий ряд 14 провяжите 42 столбика. Далее нам с вами нужно укрепить дополнительно шею, потому что она для такой игрушки довольно тоненькая, а голова большая. Я ее укрепляю с помощью обычных ватных палочек. Вставляем в шейку прокручивающимися движениями примерно до середины палочки, чтобы серединка была, половинка палочки была в туловище, а половинка оставалась в голове. В разные стороны. Количество палочек смотрите сами, сколько вам надо. Этого будет для моей игрушки достаточно. Дальше нужно еще дополнительно добавить между этими палочками наполнитель. Добавляем его не так, чтобы он весь ушел туда в туловище, а остался прям таким плотным слоем именно в области шеи. Проще это делать не руками, а, например, вот такими вот ножничками. Прям хорошо. Смотрите, чтобы палочки сами туда не ушли дальше в туловище.
таким образом добавляем хорошенько наполнителя и продолжим вязать голову, потому что следующие ряды у нас идут уже на убавление. Следующий ряд вяжем 15. Провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и убавка. Повторяем так до конца ряда. 5 столбиков убавка, и получается у нас уже 36 столбиков. В 16 ряду провязываем 4 столбика без накида. И убавка. Также повторяем до конца ряда. Всего должно получиться 6 раз 4 столбика убавка. И в итоге у нас получится уже 30 столбиков. Дальше, я думаю, уже понятно. Следующий ряд вяжется 3 столбика убавка 6 раз. Дальше 2 столбика убавка 6 раз. Следующий ряд. 19 ряд получается 1 столбик без накида убавка. И 20 ряд 6 убавок. Закрываем так голову. И после вместе закроем оставшееся отверстие. Провязали последний ряд 6 убавок. Дальше в следующем ряду мы провязываем соединительный столбик. Воздушную петлю. И ниточку вытягиваем подлиннее, чтобы хватило ею закрыть оставшиеся полупетельки. Закрываем с помощью иголочки с большим ушком. Вводим ее с наружной стороны во внутреннюю, захватывая переднюю полупетельку. Сразу же ниточку подтягиваем. Вторую. Третью. Так, сбилась пятую, кажется. Шестую. И если вы видите, что у вас есть еще вот такие полупетли, то их тоже можно еще сразу же подхватить. Раз. И вот эту я тоже захвачу. Все подтянули. Иголочку вводим в самую серединочку, а выводим где-нибудь в стороночке. Все, вот такая красивая макушечка у нас получилась. Теперь эту иголочку, эту ниточку, хвостик я выведу примерно там, где у нас будут ушки. Ну, здесь они точно будут располагаться. И завязываем такой маленький узелочек. Покрепче его стягиваем и выводим на другую сторону. Узелочка этого практически не видно, и плюс ко всему здесь будет пришито ушко. Все, ниточку обрезаем, и наша основная часть игрушки готова. Вот что получилось. Теперь давайте мы с вами свяжем ушки. Это у меня игрушка Мишка, но я сразу же покажу вам, как связать ушки для зайчика. Хвостик я не вяжу, потому что он мешает потом сарафанчику. Некрасиво сарафанчик сзади смотрится. Но по желанию вы можете связать. Здесь же на экранчике я вам сейчас оставлю текстовую схему хвостика. Вяжем ушки для Мишки. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваем колечко. Дальше следующий второй ряд провязываем 6 прибавок. Первая прибавка,
вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вяжем третий ряд. 1 столбик без накида прибавка 6 раз. Получится у нас уже 18 столбиков. Два, прибавка, 3, прибавка, 4, прибавка, 5, прибавка и 6, прибавка. В четвертом ряду провяжите 18 столбиков без накида. Провязали, теперь складываем получившуюся деталь пополам и провязываем столбики за обе стеночки. Вводим крючок под первую, нам надо провязать 8 столбиков. И захватываем сразу же вторую сторону. Провязываем первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. По желанию можно вот здесь, вот если хотите, еще один столбик 9 провязать, но у меня он уже не провяжется. Ну, можно попробовать. Вот так. Давайте, пусть будет 9 столбиков. Воздушная петля. Ниточку вытягиваем подлиннее, если собираетесь пришивать этой же пряжей. Вяжем точно такое же второе ушко. Теперь давайте из этой же пряжи я вам покажу, как вязать ушки для зайчика. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо набираем 6 столбиков. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Далее второй ряд провязываем 6 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая прибавка. Следующий ряд третий, провязываем 1 столбик без накида прибавка и так повторяем 6 раз. Первый столбик, в следующую петлю, прибавка. Довязываем ряд до конца и получается 18 столбиков. Четвертый, пятый и шестой ряд провязываем по 18 столбиков без накида. В седьмом ряду провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Вяжем убавку. Повторяем так еще один раз. 7 столбиков убавка. И следующий ряд, 8, провяжите 16 столбиков без накида. Девятый ряд провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий,
четвертый, пятый, шестой и вяжем убавку. Также повторяем еще один раз 6 столбиков убавка и 10 ряд провязываем 14 столбиков. В 11 ряду провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем убавку. Также повторяем еще один раз. 5 столбиков убавка. И следующий 12 ряд провяжите 12 столбиков без накида. В 13 ряду провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Повторяем так еще один раз. И следующие 14 и 15 ряд провяжите по 10 столбиков без накида. После того, как провяжем, делаем соединительный столбик, воздушную петлю, ниточку вытягиваем. Также, если будете пришивать этой нитью, то подлиннее. Ее оставляем. Все, ушко готово, вяжем второе точно так же. Пришиваем ушки на макушке, располагая их рядышком. Давайте я покажу на примере серенького зайчика. Здесь я как раз еще не пришила ему ушки. Вот так я располагаю первое и рядышком ставлю второе. Небольшое расстояние между ушками оставляю. Примерно 1 столбик. Все, пришиваю их по кругу. Давайте, наверное, сразу я и покажу, как пришиваю, раз уж ушки у меня здесь еще не доделанные. Получается, захватываем петельку на голове. Никакого секретного способа пришивания у меня нет. Я на самом деле это делаю все очень-очень просто. Дальше захватываем петельку на ушке. И снова на голове. Так поочередно прошиваю все ухо. Думаю, тут процесс уже понятен. Вот так. Дальше 2 хвостика. От первого и второго ушка я вывожу в одну точку, между столбиками завязываю и прячу кончики в голове. Вернемся к мишке. Все, ушки мы ему связали, пришьем уже после того, как оформим мордочку. Переходим к самой сложной части в этой игрушке, это утяжка мордочки. Утягиваю я ниточкой Yarnart Jeans, желательно подобрать в тон игрушки. У меня самая подходящая вот такая 0,7 цвет. Дальше вводим иголочку внизу, примерно между первым и вторым рядом, где-то посередине мы будем обхватывать столбик с одной стороны и с другой стороны. Вот найдите один этот столбик посередине. Вводим иголочку, оставляя хвостик, и выводим под первым гладиком. Даже не под самим глазом, а на ряд один ниже. Обратите внимание, то, что я ввожу иголочку чуть подальше. Так, снизу оставили хвостик удобной длины.
Переходим на вторую сторону глаза. Примерно у меня получается 3,5, где-то так. 3-3,5 столбика я захватываю. И вывожу иголочку вниз в первоначальную точку, где оставляли хвостик. Вот видите, у меня такая широкая полосочка получается под глазом. Так и задумано. Это мы сейчас будем вытягивать щечки. Дальше отступаем внизу головы 1 столбик в бок. И повторяем то же самое, только уже на втором глазу. Также 3-3,5 столбика. Выводим вниз головы, где были только что. От хвостика 1 столбик. И теперь все это дело хорошо подтягиваем. Подтягивайте так, чтобы здесь не образовалась сильная впадинка, а больше все натяжение приходилось на глаза. Можно сделать так еще 1 раз, 2. И теперь я уже второй раз делаю под глазом, прям ряд захватываю в этом ряду. Также отступаем 3,5 где-то столбика. Возвращаемся назад. И сразу же подтягиваем. Вот видите, как глубоко уходит глаз. Отступаем столбик. Идем ко второму. Подтягиваем оба глаза, чтобы были одинаково они утоплены в голове. Завязываем теперь хвостики хорошенечко на пару узелочков, чтобы утяжка не ослабла. И дальше нам нужно сделать основную еще утяжечку, где нос у нас. Протягиваем вверх. Поэтому носик я не советую такой, который на крепление, лучше клеевой. Значит, на крепление носик просто-напросто потом не даст сделать нужную утяжку. Не подберетесь к месту к этому. Так, подтягиваем вверх, создавая вот такие объемные щечки. И здесь я прошиваю 2-3 раза даже можно, чтобы надежно закрепить этот эффект щек. Только будьте осторожны с этой ниточкой, она очень часто любит рваться, когда сильно тянешь. Вот и все. При желании можно повторить еще разочек, стянуть еще чуть-чуть щечки. Ну, на мой взгляд, достаточно. Сейчас посмотрю еще без камеры, конечно, если что, еще раз утяну получше. Так, хвостики завязываем на узелочек, прячем внутри головы. Пришиваем ушки для мишки, отступаем сверху, там, где утягивали мы, примерно 3 ряда вниз, и начинаем пришивать. Захватываем петельку на голове по такому же принципу, что пришивали ушки зайчика, и пришиваем ушко уже полукругом. Получается сначала дальше от мордочки на затылок половинку примерно пришиваем, а потом уже идем с серединки в сторону мордочки.
Все, ушки пришили. Теперь берем ниточку, это у меня Эрнар Джинс, вводим где-нибудь сзади между столбиками, выводим. Ведь у нас девочка. Сбоку первого глаза, подальше немножечко, вышиваем реснички. Если мальчик, то реснички можно делать покороче, такие длинные, я думаю, ему уже будут не нужны. Так, и у второй девочки, ой, и у второго глазика точно так же. Поднимаемся вверх. Вот так. Вверху делаем бровки. Все на ваше усмотрение, конечно, как хотите. Я лишь показываю, как оформляю обычные игрушки я. Так, бровки сделали. Возвращаемся вниз, там, где у нас мордочка. И делаем такую вот протяжечку черную. Раз, два, чтобы она была более выраженная. И возвращаемся к оставшемуся хвостику. Вот так у нас получилось. По желанию можно еще сделать белочки. Также плюшевой пряжи или джинс. Так, сейчас покажу, как делаются белочки. Вводим иголочку также где-нибудь сзади головы. Выводим сбоку реснички. Сейчас я найду место и покажу вам, делаю его. Вот. Вот. Сзади оставляем хвостик. И под глаз. И выводим сразу под вторым глазом. Сильно не затягиваем, чтобы вот так и осталось беленькое. Все второе точно так же возле реснички и выводим к хвостику. Вот так делаются белочки. Вроде как с ними немного интереснее. Мне почему-то эта игрушка напоминает больше кошечку, чем мишку. Так, все. Клеим носик, и наш мишка готов.